Так, друзья, это у нас магазин «Колосок». Магазин номер 6. Вот мы и добрались до одного из магазинов Припяти в первом микрорайоне. Всего до аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти работало 25 магазинов, в которых, о чудо, была еда. В отличие от остального СССР, в Припяти довольно часто можно было встретить всевозможные редкие и дефицитные товары, которыми полузакрытый город атомщиков с населением всего в несколько десятков тысяч человек снабжался исправно. Сейчас войдем туда с заднего входа. Такой пандус для приема продуктов. Сюда, наверное, подвозили. Здесь у нас складское помещение. Магазин «Колосок» – это типичный советский продуктовый магазин. Хотя кое-где можно найти информацию о том, что это был хлебный магазин или пекарня, скорее всего, там можно было купить и другие продукты питания, а хлебным был лишь один отдел. Вот это холодильники для хранения мясных туш. Мясо. Так, здесь у нас рядом тоже тоже такой же холодильник. По рассказам бывших жителей города, в магазинах Припяти начала 80-х годов свободно лежали бананы, за которыми в других частях СССР и даже в столицах выстраивались гигантские многочасовые очереди. Да, друзья, я извиняюсь очень за освещение, но в холоде садится все мгновенно. Ну, это типичный склад продуктов в магазине. Вот, а здесь не знаю, что было за решетками окна. А, здесь сейф, может быть, здесь, не знаю, какая-то бухгалтерия или что здесь было. Написано «Наша жизнь», уголок продавца. И сейф вот такой вот. Туалет. Ой, даже чей-то халат, смотрите, остался. Халат какого-то продавца. А здесь настоящий кассовый аппарат старый. Ничего себе. Какая красота. И здесь, смотрите, шкафчики. Имена продавцов, я так понимаю. Или что это? В общем, раздевалка. Вот такой вот магазин «Колосок». Сейчас в торговый зал пойдем посмотрим, что там. Ой, а здесь, смотрите, тоже какая находка. Вверх корпус от кассового аппарата. Потом вот такой вот стенд. Уголок покупателя. И там еще какие-то советские, тоже красным обтянуты. Не достать. Смотрите, вот такие вот тут надписи советские остались. Так, ну пойдемте в торговый зал уже. Что здесь? Уходя, выключайте. Что? Электросвет. Так, это мы вышли опять
на пандус. Достаточно большой магазин получается. Так, мы кругом обошли уже. И вот он, торговый зал. Как классно. Настоящий советский магазин. Счеты. Все, конечно, раздолбано, но все равно. Атмосфера просто супер. Витрины. Жаль, что все разграблено, разворовано. Вот он, уголок покупателя. Инвалиды Великой Отечественной войны и труда обслуживается вне очереди. Книга жалоб и предложений. Хлебобулочные изделия. Молочные продукции. Ну вот, друзья, вот такой вот настоящий советский магазин «Колосок». Мы с вами побывали. Контрольные весы должны были здесь. Вот он находится у нас в первом микрорайоне. Сейчас мы вам постараемся еще что-нибудь интересное показать. Это выход и вход. Еще в торце этого магазина вот такая классная мозаика. Практически все монументальные мозаики в Припяти, во многом определившие лицо города, создал скульптор и художник Иван Литовченко. Все мозаики выполнены в очень современном для тех лет стиле постсоцреализм. Основные работы Литовченко расположены на центральной улице Припяти, проспекте Ленина, на торцевых стенах одноэтажных магазинов и обращены лицевой частью в сторону въезда в город. Фактически мозаики Литовченко были первыми произведениями искусства, которые видел въезжающий в Припять гость, и они в какой-то степени делали визуальный образ города.